Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 22 января, киевское время, 15 часов. Ну, начнем с приятного. Сегодня Украина відмічає День Соборності України. День соборности – это день единства. В единстве наша сила. Когда мы начинаем внутренние распри, мы становимся слабыми и уязвимыми. Ну, а война не останавливается, она продолжается, и поэтому мы рассмотрим оперативную обстановку, которая сложилась за прошедшие сутки. В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Надо отметить, что в эти сутки авиация противника активизировалась. Также произвел 55 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов «Камикадзе» остается по всей Украине. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивает интенсивность применения авиации, о чем я уже сказал. На других направлениях противник обороняется. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовская, Луганской области, Терны, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайская, Марьинка, Победа в Донецкой области. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Ситуация контролируемая и ситуация остается стабильной. От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Черниговской, Сумской, а также Харьковской области. На Купянском направлении, оно же Сватовское, там идут тяжелые позиционные бои, линия фронта стабильна. На Лиманском направлении, в районе Кременной, противник пытается атаковать наши войска для их остановки, но успеха не имеет. Здесь, на Лиманском направлении, как я уже неоднократно отмечалось, там идет боевые действия, в основном ведутся методом встречного боя, то есть атака на атаку. На Бахмутском направлении враг активно проводит штурм Благодатного, Красной Горы, Краснополевки и Веселого. Но успеха не имеет. Все попытки штурмов российских войск заканчиваются нанесением их потерь и откатом на исходные позиции. В самом Бахмуте бои идут в частном секторе на восточных и северных окраинах города. Продвижение российских войск за последние сутки в Бахмуте не отмечено. На Авдеевском направлении сложная ситуация в Красногоровке. Это та, которая возле Авдеевки. Она сохраняется. В районе Водянова попытка штурма российскими войсками провалилась. Тоже линия фронта остается стабильной, в течение суток не менялась. На Новопавловском направлении там позиционные бои, перестрелки и обмены артиллерийскими огневыми ударами. Запорожское направление. Мы с вами говорили о том, что противник в предыдущие сутки попытался на 3 участках Запорожского направления пойти в наступление. Кстати, очень интересная ситуация. Противник достиг незначительных успехов в виде максимального продвижения на 2 километра в глубину нашей обороны на отдельных участках. Но в чем интересно, тем, что они атаковали в пешем порядке без поддержки бронетехники и практически без поддержки артиллерии. Очень удивительно. Это фактически времена Второй мировой войны, когда была критическая нехватка бронемашин для поддержки наступающей пехоты. Так вот,
продвинувшись до 2 километров на отдельных участках, вооруженные силы Украины нанесли ответный удар. Им не удалось закрепиться, и те, кто выжил, они понесли очень существенные потери. Фотографии гуляют по сети, можете посмотреть, где личный состав без техники пытается наступать, и наша артиллерия фактически положила всех наступающих. А те, кто уцелел, отошли на предыдущие позиции. Так что ситуация на запорожском направлении восстановлена, на исходных позициях линия фронта восстановлена, и в дальнейшем ситуация контролируема с нашей стороны. На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии, то есть с минометов ствольной и реактивной, населенные пункты на правом берегу Херсонской реки Днепр в Херсонской области. Авиация сил обороны в течение суток нанесла 14 авиационных ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники и по 3 позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения личного состава и техники противника. Вот такая военная ситуация на сегодняшний день за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну, а теперь немного о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нас. И из новостей хочется отметить следующее. Ну, британская военная разведка. Тут, кстати, пошли расхождения, и теперь надо четко понимать, о чем, куда смотреть. У нас сегодня информационных психологических операций специальных от Российской Федерации гуляет по сети очень много. И даже и наши западные партнеры иногда расходятся в оценках ситуации, которая сложилась в Украине. Поэтому мы теряемся, но в принципе я думаю, что мы разберемся во всем этом, никуда теряться не надо. Но вот британская разведка пишет, что военный конфликт в Украине зашел в тупик, но существует реальная возможность локального наступления россиян вокруг Бахмута. Об этом говорит британская разведка. Вблизи Кременной наши бойцы достигли определенных результатов и успешно отбили контратаку россиян. Это вот британская разведка за сутки говорит нам. На Бахмутском направлении российская армия и вагнеровцы восстанавливают свои силы в городе Солидар. То есть там идет перегруппировка войск. В Запорожской области обе стороны сосредоточили значительные силы для ведения артиллерийских перестрелок и столкновений. Но это говорится об общей группировке на Запорожском направлении с одной и с другой стороны. Но пока это только выводы британской разведки по ситуации. Если первый и второй вывод по Кременной и по Бахмуту, по Бахмутскому направлению, он на сегодняшний день отражает действительность, то есть ту ситуацию, которая на линии фронта. А в Запорожской области это оценочное суждение по количеству накопления войск как с нашей стороны, так и со стороны российских оккупационных войск. Но вот хочется еще отметить мнение Американского института изучения войны. Знаете, да, такой институт, мы постоянно его приводим. Он основывается на данных Ассоциации разведсообществ Соединенных Штатов. Ну, фактически это анализ разведданных, который получают разные разведслужбы Соединенных Штатов Америки. Итак, институт пришел к выводу, что украинская оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной операцией, несмотря на ее издержки для Украины.
Тут надо пояснить. Дело в том, что вот это то, о чем я говорил, что разные мнения разных источников. И в последнее время начали звучать, что призывы к тому, что необходимо, может быть, целесообразнее оставить Бахмут, оставить Солидар и уйти на рубеж обороны за речку Бахмутка и стать там в глухую оборону. Вот. И с точки зрения логики тоже можно, я тоже поддержал эту идею, потому что, как ни крути, тяжелые оборонительные бои наносят потери и вооруженным силам, и силам обороны Украины. Институт изучения войны дал свое видение этой ситуации. Они считают, что оборона Бахмута, это, вероятно, является стратегически обоснованной операцией. Хотя расходы, связанные с продолжающейся обороной Бахмута со стороны Украины, значительны и, вероятно, включают альтернативные издержки, связанные с потенциальным украинским контрнаступлением в других местах. Украина также заплатила бы значительную цену за то, чтобы позволить российским войскам легко взять Бахмут. Сам по себе Бахмут не имеет ни оперативного, ни стратегического значения. Но если бы российские войска взяли его относительно быстро и дешево, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, что Украина могла бы поспешно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности. Нельзя также сбрасывать со счетов кажущийся политическим расчет по защите Бахмута. Легкомысленно российские силы оккупируют более 100 тысяч квадратных километров украинской территории, включая несколько украинских городов, и зверствуют над украинским мирным населением на оккупированных территориях. Мы знаем репрессии, пытки, расстрелы, захоронения в безымянных могилах, чтобы скрыть следы преступления. Это мы все уже знаем. Политические и военные лидеры вполне разумно взвешивают эти факторы при принятии решений о сохранении или уступке определенных групп населения. Американцам не приходилось делать такой выбор с 1865 года, и им не следует торопиться пренебрегать соображениями, которые были бы для них вполне реальными, если бы американские города столкнулись с такими угрозами. Это речь идет о том, что цена вопроса удержания, допустим, Бахмута и Солидара, и насколько она велика. В том числе и включая вопросы, гуманитарные вопросы по защите населения от геноцида со стороны российских оккупационных войск. Так что оставим это на откуп нашего генерального штаба, и они будут принимать решения, нас надо удерживать, не надо удерживать, какой ценой удерживать и сколько удерживать Бахмут и Солидар. Следующая новость пришла из Великобритании. Великобритания поможет создать спецтрибунал для руководства Российской Федерации. Об этом сообщает газета The Guardian. Великобритания предложила квалифицированную поддержку для создания специального трибунала, способного привлечь российское гражданское и военное руководство, включая Владимира Путина, к ответственности за военные преступления в Украине. Британское правительство заявило, что Украина пригласила его присоединиться к группе международных партнеров, разрабатывающих механизм подотчетности, и призвала другие страны G7 также принять участие. Также в Британии заверили, что трибунал должен основываться на украинском национальном правосудии, но содержать международные элементы. Кстати, я напомню, что в Лондоне по-моему, апреле месяце пройдет конференция министров иностранных дел коалиции, антироссийской коалиции по взаимодействию в работе вот именно этого международного трибунала. О создании трибунала Парламентская ассамблея Совета Европы уже приняла резолюцию. Только там еще шире резолюция. Я думаю, британцы подправят свое участие, потому что там резолюция включает военное и гражданское руководство Республики Беларусь. То есть Лукашенко, его окружение, его военные, все они будут участвовать за те преступления, которые они совершили против Украины, принимая
косвенное или непрямое участие в войне Белоруссии, в войне России против Украины. Следующая новость прилетела из Германии. Бывший министр обороны Германии Ламбрехт за неделю до своей отставки, мы знаем, что она подала в отставку в понедельник, запретила инвентаризацию стоящих на вооружении Бундесвера танков «Леопард». Об этом пишет Business Insider. По данным издания, что она сделала это для того, чтобы избежать давления на Германию и лично на канцлера Шольца в вопросе поставок танков Киеву. Но я напомню, что, на мой взгляд, она сделала это не только для того, чтобы избежать. Инспектирование танков не повлияет на решение Олафа Шольца. Дело в том, что бывший министр обороны Германии, а это Урсула фон дер Ляйен, буквально за 2 года до ее баллотирования в депутаты на европейских выборах, в органы управления ЕС. Она была министром обороны, и журналисты Deutsche Welle провели тогда журналистское расследование, в результате которого выяснили, что Бундесвер является не боеготовым, что он свернут до минимума и на сегодняшний день, и на тот момент был практически не боеготов. К такому выводу пришли журналисты в своем расследовании. И вот тогда фрау Меркель нашла деньги, и они срочно заказали модернизацию 100 танков Леопард-2 в версии А4 до версии А7. Это последняя версия. Не знаю, в каком состоянии этот заказ, был ли он реализован, но тем не менее такой факт имел место быть. Так вот, в Германии на сегодняшний день находится 212... вот видите, даже здесь вот продолжение этой новости. Пишет, что в Германии сегодня есть всего лишь 212 исправных танков Леопард-2 различной модификации. А я напомню, что в боевом составе, по-моему, числится 600 танков. Правда, там и Леопард-1, всего боевой состав Бундесвера включает около 600 машин. Так вот, 212 в них числится исправно. Об этом сообщает нам издание «Шпигель». Страна, возможно, передаст Украине 19 танков Леопард-2 версии А5, которые используются для учений. То есть это учебно-боевая группа, на которой экипажи оттачивают свое мастерство и проводят тренировки. Скажу так, что версия А5 очень хорошая, и версия А5 уже предусматривает возможность единой системы управления, то есть использование искусственного интеллекта и работу этих танков в составе роя на поле боя, когда боем управляет компьютерная программа в рамках на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Так что это было бы очень хорошо. И видите, уже даже отобраны 19 машин. Осталось только огласить решение Олафа Шольца на их разрешение, точнее, Олафа Шольца на их передачу. Так что вот такая вот ситуация с танками Леопард. Эпопея, я бы так сказал, эпопея продолжается. Все равно дадут, понимаете, рано или поздно все равно дадут. Не леопарды, значит дадут челленджеры. Кстати, уже речь, опять же, возвращаемся мы, 14 танков заявленных уже где-то на пути в Украину, а может быть уже в Украине, потому что Риши Сунак, это премьер-министр Великобритании, сказал, что мы очень быстро передадим, никто не будет тянуть кота за хвост. Но там уже звучат, что надо бы штук 50 челленджеров передать. А я вам говорю, что челленджер это фактически гаубица на гусеницах с броневой защитой, потому что у него нарезная пушка. Были призывы по поводу Леклерка французских. И вопрос передачи. Польша говорила, что они могут передать леопарды, не дожидаясь разрешения Германии. Дело в том, что у Польши, оказывается, есть лицензия на производство леопардов. Есть леопард 2 PL версии. Так что может быть и такое случится. Поэтому
я так понимаю, видите, как говорится, собака лает, а караван идет. То есть уже даже в Германии, уже в Бундесвере определены 19 боевых машин Леопард-2 в версии А5, которые будут в случае принятия решения будут переданы Украине. Следующая новость пришла из Молдовы. Редко оттуда приходят новости, но тем не менее они есть. И она, я бы сказал так, она не удивляет, но она очень позитивная. Президент Молдовы Майя Санду допускает, в одной из своих выступлений сказала, что допускает, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Об этом сообщает нам издание «Политика». То есть, видите, как... Для Российской Федерации, получается, за что боролись, на то и напоролись. Боролись за отодвигание границ НАТО, в результате их максимально приблизили. 1000 километров границы Финляндия. У нас перспектива вступления в НАТО, это еще почти 2000 километров границы, если только сухопутной брать. Ну и Молдова, там где они там считали, что это их передовой блокпост в противостоянии с НАТО, теперь Молдова может еще подать заявку на вступление в НАТО. Так что получили абсолютно обратный эффект. Не буди лихо, пока оно тихо. Ну что ж, следующая новость хочу разобрать. Было большое выступление пана Скибицкого, это представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. И проанализировав все его выступление, выбрал основные цитаты. Главное, что было главное в заявлении, которое пан Скибицкий огласил. Итак, главное. Решающим моментом в войне Украины с российской агрессией станет эта весна и начало лета. Ну, так как мы и предполагали, так как и говорили, что вот эта оборонительная операция, если Россия сможет собрать и выставить на поле боя вот это войско, которое они там готовят, значит, это будет, будем так говорить, ну, давайте так, отойдем от громких слов, скажем, что это не решающее, ключевое сражение, которое определит ход дальнейшей военной кампании. Донецкую и Луганскую область ждут тяжелые и решающие бои, ну, мы в этом не сомневались. В феврале-марте россияне постараются взять под контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области. Главное поле боя будет на Донбассе. Это подтверждают бои за Бахмут и Солидар. То, что мы с вами наблюдаем. Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны. Ну, по результатам вот этой весеннего противостояния, весенней кампании, будет понятно дальнейший вектор развития военных действий на территории Украины. Следующее. Если большое наступление вооруженных сил Российской Федерации провалится, это станет крахом России и Путина. Соответственно, а мы же понимаем, что если Путина отстраняет от власти, или он, ну, как бы его политика, а в результате провала его политики, это первое, что сделают российские элиты, ну, таков закон джунглей. В плане существования имперских амбиций и диктатур в любом государстве. Вот. А соответственно смена политической элиты это будет означать и смена политики. А война, мы знаем с вами, это инструмент по той же самой политике. Ну, то, что тоже я вам говорил уже, закончится ли война в 2023 году. Главный вопрос, который нас всех волнует, ну, давайте не заглядывать так далеко, сказал пан Скибицкий. Еще раз говорю, летом мы вернемся или весной, в конце весны, когда основные бои за Донбасс будут окончены, вот тогда мы будем понимать, где мы находимся и сколько нам еще осталось до победы. В Российской Федерации, говорит наша разведка, уже почти все готово для проведения новой волны мобилизации. Россия сможет сформировать дополнительные батальоны в каждом полку. Если раньше их было 3, то сейчас их будет 4-5. О чем это говорит? Это говорит о том, что они создают людской резерв в каждом полку.
они не могут сегодня формировать новые части. Нет техники и вооружения. Но людской резерв могут. То есть тех, кого будут убивать, и кто будет санитарные потери, раненые, убитые, вместо них будут ставить в строй других. Вот по такому принципу будет комплектовать Российская Федерация свои воинские части на территории Украины. И вот именно для этого будет предназначена вторая волна мобилизации. Она потихоньку начинает набирать обороты, повестки разносят, людей военкоматы сейчас будут уже собирать, где-то уже начали собирать, где-то еще нет. Вот. Но именно вот для такой миссии. То есть учить их никто особо уже не будет. Их будут комплектовать в команды и отправлять в воинские части. Дальше, видимо, это уже мое предположение, видимо, будут формироваться типа полковых школ. Как это было в годы Второй мировой войны, точнее, да, в годы Второй мировой войны и до начала Второй мировой войны была полковая школа, где полк сам себе учил бойцов. Сколько они успеют их потренировать здесь, в составе этих полков, дивизий, в условиях интенсивных боевых действий, когда каждый день надо восполнять потери, я думаю, что практически вряд ли они смогут качественно подготовить здесь вот этот мобилизационный резерв. Далее, высокоточных это все тезисы из заявления нашего разведуправления, Главного управления разведки. Высокоточных ракет России хватит на проведение 2-3 массированных ударов в количестве более 80 ракет. Прошлый удар составил менее 30 ракет. В этом плане у них есть дефицит. Внутри российского руководства есть большие разногласия. В частности, по Пригожину мы наблюдаем, что его пытаются убрать. Не факт, что убрать физически, факт убрать политически. То есть задвинуть его обратно за кулису, чтобы он не маячил на политическом олимпе Российской Федерации. И в заключении наша разведка говорит о том, что Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живет. Лечили бы российские, все бы закончилось гораздо быстрее. Мы в этом не сомневаемся. Кстати, там, насколько я знаю, есть разные сведения, они неофициальные, о том, что он сначала вроде бы его лечили израильские врачи, теперь китайские, сейчас вроде бы опять израильские. Медицина оказывает ему максимальное содействие в борьбе с теми заболеваниями, которые у него есть. Но в любом случае, даже то, что он мечется между различными, а это ж кардинально отличает медицину китайская, допустим, от той же израильской. Израильская ближе к европейской, но она считается наиболее продвинутой. Хотя скажу, что Европа недалеко отстала, а по некоторым видам заболеваний, точнее лечению некоторых видов заболеваний, даже может быть и ушла вперед. Так что, вот такое заявление сделал представитель нашего Главного управления разведки, пан Скибицкий, и такие основные тезисы он в нем изложил. На этом мы с вами первую часть военно-политическую закончим. Сегодня мы немножко традиции подвинем, и паузы как таковой не будет. Просто мы продолжим с вами наше видео, и вторая часть видео будет состоять как обычно, здесь уже все без изменений, из ответов на вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Привет из Литвы. В одном из недавних видео вы говорили, что вооруженные силы Украины сбили беспилотник «Мерлин». Что это за дрон? Дякую за відповідь. Да, действительно, такое заявление было, и я об этом говорил позавчера. Было заявление о том, что, даже 2 дня уже назад, о том, что вооруженные силы Украины сбили беспилотник «Мерлин». Некоторые начали задавать вопросы о том, что это один из вопросов я выбрал. Было несколько вопросов о том, что как же так, почему Украина, может вы оговорились, сбивает свои же. Вы не путайте Марви.
беспилотник или квадрокоптер, который мы используем для разведки и для сбрасывания этих самых переделанных гранат на головы противника. Вот. И Мерлин. Мерлин ВР. Это российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Он предназначен для ведения разведки в местности в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Я, кстати, обратил внимание, когда об этом говорил, что это аналог Орлан 10. Вот. Но дело в том, что Россия его разрабатывала еще в 2021 году. Это было 28 сентября 2021 года была презентация экспериментального образца. О серийном производстве на сегодняшний день ничего не известно, и полных военных государственных испытаниях этого беспилотника тоже ничего не известно. Скорее всего, ситуация состоит таким образом, что Россия ввиду огромного дефицита, они уже выгребают все, что есть. Возможно, у них есть какая-то партия этих беспилотников, которые были сделаны лабораторно, разработчиками для дальнейших испытаний и принятия на вооружение. Скорее всего так. Почему? Потому что этот Мерлин встречается очень редко на поле боя. Что он собой представляет? Там, кстати, французская тепловизионная оптика на нем стоит, фирмы Линред, которая довольно с хорошей разрешающей способностью, имеет тепловизорный канал и имеет прямой оптико-электронный канал. Может вести разведку местности. Еще одна особенность этого беспилотника в том, что мы когда-то над ним посмеялись. Первое сбитие этого Мерлин было 16 июня 2022 года. Тогда мы сбили, и выяснилось, что топливный бак у этого беспилотника это обычная пластиковая канистра. Вот. Причем обычная канистра, не бутылка. Бутылка пластиковая была в Орланах обнаружена, видимо, когда был дефицит у них комплектующих. А здесь канистра с ручкой. Они заявляли, что там у него какой-то будет гибридный двигатель, но на самом деле никакой, который позволяет, гибридный вы понимаете, да, бензоэлектрический, который позволяет более бесшумно проводить разведку. Как оказалось, в сбитых экземплярах никакого гибридного двигателя там нет, стоит обычный бензиновый двигатель, канистра вместо топливного бака и французская оптика на этом беспилотнике. Максимальная высота его до 5 километров, время в воздухе до 10 часов. Полезная нагрузка может оптического оборудования, оптико-локационного оборудования может составлять до 6,5 килограммов. Случай сбития этого Мерлина это 16 июня 2022 года было, 18 января этого года и 20 января этого года. То есть, как я и сказал, 2 дня назад мы сбивали этот беспилотник Мерлин. Видимо, они какие-то образцы, которые были в лаборатории, они доделывают, доводят их до рабочего состояния и запускают их в действие. Посмотрим, если дальше будут появляться, значит тогда будем задавать вопросы французской компании Линред, как и где Россия берет их оптику, тепловизионную оптику для своих новых беспилотников в условиях санкционной политики Европейского Союза в отношении Российской Федерации. Следующий вопрос. Як думаєте, чи можуть Збройні Сили України обійтися без леопардів? Чи так контрнаступальна операція неможлива без них? Та і взагалі, чи можуть наші сили оборони впоратися з РФ без достатньої кількості танків? Чи без них ніяк? Дякую. Может.
можем мы обойтись и без леопардов, и да, мы можем обойтись с малым количеством танков. Но недостаток танков может повлечь за собой дополнительные потери среди нашей пехоты. Потому что я уже говорил неоднократно, танк это основная огневая поддержка и прикрытие наступающих войск на поле боя. Вот для чего нужны танки. Будет это леопард, значит хорошо. Не будет это леопард, я думаю, что мы не расстроимся. Тем более, что есть у меня подозрение, что Соединенные Штаты все-таки дадут там Абрамсы, может быть где-то ближе к весне, но мы можем получить, есть вероятность получения Абрамсов. Может быть Франция даст свои Леклерки, может быть Кипр даст нам свои 80 танков Т-80УД. А взамен, кстати, да, скажу так, откуда информация, руководство Кипра заявило, что они готовы передать нам танки Т-80 советского образца. Они же, естественно, модернизированные. Так же, как, допустим, 72-ки чешские и словацкие, которые мы сейчас получаем. Они готовы нам передать, если им поставят леопарды вторые. То есть они готовы сделать такой change в плане замены танков. И нам передать еще 80 машин. Это было бы там 210 из 300, которые мы запросили, наш главком запросил. Поэтому без леопардов можем обойтись. Плюс я не думаю, что Германия будет долго упираться в плане разрешения для стран-партнеров. Если уже Шольц так станет принципиальную позицию не давать танки именно из Германии, то танки, которые находятся у стран-партнеров, я думаю, что все-таки разрешение мы получим. Рано или поздно мы получим. И причем в ближайшей перспективе, я думаю, нескольких недель. Будет понятно, кто сколько чего нам передаст. Так что в этом да. Кстати, своей политикой надо отметить, что Германия одна из ведущих стран в плане финансово-экономической помощи Украине. Они передают огромное количество гуманитарки, они передают довольно большие суммы денежных средств для поддержки Украины. Но Шольц, канцлер Германии Олаф Шольц, своим таким поведением, категорическим поведением, без объяснения причин, что самое страшное, он же не говорит, почему он занимает такую позицию, что его держит, что его гнетет, или что ему запрещает, или кто ему запрещает принять такое решение на посту такой развитой страны-члена Большой Семерки. Так вот, он нивелирует в ноль все достижения Германии в плане помощи Украине. Он просто это умножает на ноль. То обидно. И с одной стороны мы говорим немецкому народу огромное спасибо за ту помощь, которую они оказывают. А с другой стороны поведение их канцлера просто затмевает все достижения и все положительные, позитивные моменты, которые есть в сотрудничестве или в помощи Германии для Украины. Эта двойственность в политике, она ведет и это влияет на имидж Германии, потому что его поведение по запрету передачи техники и вооружения, оно затмевает все положительные, знаете, как говорят, одна ложка дегтя портит бочку меда. Именно Олаф Шольц эту ложку дегтя своим запретом и кидает в бочку меда, которую они нам передают. Особенно для имиджа Германии на международной арене. Как думаете, пакет такой техники может переломить ход войны, или это техника для защиты от будущего наступления России? Нет, я думаю, что именно эта техника и должна переломить ход этой войны. Но, на мой взгляд, конечно, у меня более такой, я бы сказал, реалистичный взгляд на этот пакет техники. И я думаю, что дай бог нам с этим пакетом техники выстоять в оборонительной операции против попытки возобновления наступления со стороны России. Более оптимистичные прогнозы дают наши западные партнеры. Они говорят, что этой техники хватит и на контрнаступление. Но я считаю, что ее на контрнаступление может хватить лишь в том случае, если мы действительно нанесем, во-первых, выстоим в обороне, во-вторых, нанесем значительный
урон российским наступающим войскам, что может вызвать обрушение фронта. Вот тогда, да, тогда этого хватит и на контрнаступление. Но пока давайте будем реалистами и будем говорить о том, что вот этот огромный пакет помощи, который они нам огласили по результатам, в том числе и утвердили на заседании в формате Рамштайн, в первую очередь предназначен для ведения оборонительной операции весенней кампании в ходе этой войны, которая может повлиять на дальнейший ход всей этой войны. Добрый вечер. Интересно услышать от вас про штурмовые войска, пехота, особенности отбора солдат для этого, какие к ним требования физические и психологические. Требование одно и главное – физическая подготовка. Возраст может быть и 40 плюс, но человек должен иметь хорошее здоровье, потому что здоровье не приобретешь и не нарастишь. Здоровье надо беречь с самого начала. Так вот, здоровье и хорошая физическая подготовка. Все остальное, навыки, все навыки, в том числе, конечно, если есть особенности характера, что у человека неустойчивая психика, опять же, это относится к здоровью. У здорового человека психика устойчивая. А вот, допустим, тренинги по устойчивости в стрессовой ситуации, они в том числе включены в программу боевой подготовки штурмовиков в любой армии мира. Поэтому одно главное требование – это физическое состояние здоровья человека, которого отбирают. А дальше уже возможности и так далее. Поэтому я говорю, что возраст может быть и 40, даже 40 плюс. Все равно могут взять штурмовую пехоту, если человек действительно физически здоров, силен. Остальному научим. Что является доступным по цене и что возможно купить на рынке оружия, минометы, бронеавтомобили или даже одну гаубицу, если бы вы выбирали цель для сборов из таких интересных боевых вариантов, например. Смотрите, дело в том, что на сегодняшний день, должно быть понимание того, что первое, у нас монополия государства на право покупку вооружения. И все волонтерские сборы, какие бы они ни были, нельзя, допустим, собрать деньги, поехать в Европу, купить танк или купить миномет и потом привезти его в Украину, передать вооруженным силам Украины. Нет. Как правило, механизм такой, что либо оплачивают, но опять же через счета Министерства обороны. Обращаются в Министерство обороны, спрашивают, что надо, собирают донаты от населения, те же волонтерские организации, и передают Министерству обороны. Министерство обороны на эти деньги закупает и отчитывается о закупках того или иного вида вооружений. Вот. На Западе можно, там рынок более лояльный, и в развитых западных странах, да, можно купить танк и передать его дальше по своему усмотрению. Это закон не запрещает. У нас монополия. У нас нет частного рынка продажи вооружений. Что касается из видов вооружений, то я бы на сегодняшний день поставил бы, наверное, минометы. Я уже говорил, это крайняя нехватка у нас минометов как вида вооружения. Вот я смотрю на все пакеты помощи, мины дают. 120-миллиметровые мины, да, их дают, но небольшими количествами, 10 тысяч, 20 тысяч, иногда передают минометы. Это говорит о том, что этих минометов крайне не хватает. Если артиллерию передают десятками, 18 гаубиц, 30 гаубиц, вот я насчитал в последнем этом пакете, считал количество под 200, больше 160 гаубиц нам передают в этом пакете различных модификаций. И снаряды, соответственно, к ним исчисляются сотнями тысяч. А вот минометов я вообще не нашел. Знаю, одна из стран Балтии нам передает 10
по-моему, или 6 минометов. Где-то наша батарея экспериментальная самоходных минометов по линии фронта ездит, перемещается, точнее, и принимает участие в боевых действиях. Вот. Но минометов крайне мало. А это очень эффективное средство для поддержки нашей пехоты. Поэтому я бы, с учетом того, что пакет помощи включает почти всю номенклатуру, необходимую нам, на мой взгляд, там катастрофически не хватает такого вида вооружения, как минометы. Особенно в варианте самоходных, а также в варианте автоматических самоходных минометов. Вот на это я бы собирал деньги, и если бы такая возможность, если бы такой выбор стоял, то я бы обратил внимание и все силы направил бы на закупку для ВСУ самоходных, в лучшем варианте автоматических, в худшем просто самоходных бронированных минометов калібра 120 мм. Добрий вечір. Щодо танків. З самого початку війни ми робимо рекламу західним зразкам озброєння, а застрягши в грязюці, важкі танки будуть неефективними і стануть легкою мішенью. Може саме тому так затягують вже наче вирішене питання, тим більше Ллойд Остін неспроста сказав про вікно можливостей до березня. Давайте немного рассортируем. Отделим зерна от плевел. Ллойд Остин имел в виду окно возможностей по поставкам вооружения. Он призвал партнеров не затягивать с поставками и все, что, я так понимаю, было утверждено, поставить в наикратчайшие сроки до начала весны. То есть остался чуть больше месяца на вот тот огромный объем поставок. Вы представляете, сколько надо всего перевести, даже из того списка, который мы видели с вами в открытой печати. Что касается рекламы, да, реклама хорошая, она действительно создается, но я не думаю, что поражения или там недостатки, которые вылезут, могут отрицательно повлиять на рейтинги продаж или спрос на международном рынке вооружений. Кстати, сейчас я удивлен, такое впечатление, что Россия лоббирует эту рекламу. Сейчас появилась куча роликов, как Абрамс, как корова на льду, маленький снежный покров, не может вылезть на горку и так далее и тому подобное. А я обратил внимание, что в этом ролике снимали Абрамс, когда у него стоят на траках, у него установлены, их называют копыта, резиновые подушки, для того, чтобы не портить покрытие дорожное. Вот. И они на этих траках хотят, чтобы он взобрался на снежную горку. Это не проблема для тяжелого танка. Ставятся, есть комплекты, в гусеничной технике есть специальные комплекты. Вот можно поставить так называемые копыта резиновые. Да, вот у нас по Хрещатику, когда парады проходили, то танки шли на специальных комплектах вот этих резиновых подушек, чтобы траками не бить гусеницы. Там, где сейчас во время войны прошла наша гусеничная техника, вы знаете, да, едешь на машине, она такой звук характерный издает, вибрации от насечек, которые делают гусянки. Так вот, на гусянках есть так называемые грунтозацепы. Это именно вот они как шипы небольшие торчат из трака, и они обеспечивают зацеп гусеницы с грунтом. Так вот, в комплекте любой техники есть грунтозацепы, которые увеличивают это сцепление. Они устанавливаются на болтах, закручиваются, и машина получает большую проходимость. И тогда она может взобраться и на горку, которая покрыта снежным покровом. Вопрос не в том, что это тяжелые машины, бесповоротные. Любая машина, даже наши машины средние, у нас считаются средние танки, они там до 50 тонн весом, 46, 48 тонн. Они тоже в распутице, в бездорожье, они тоже садятся, точнее застревают в этой грязюке, в этом жирном черноземе, особенности наших земель. Вот. Поэтому на 10 тонн тяжелее танк, у него удельное давление примерно такое же, как и у танка, который весит на 46 тонн.
потому что площадь гусеницы разная, и она регулирует удельное давление. Но есть приспособления, которые помогают машинам, гусеничным машинам, увеличить их проходимость. И не говорю, что они тут будут все быстроходные и вездеходные. Да, они будут иметь проблемы из-за веса, но тем не менее есть способы решения любой проблемы. Не бывает безвыходных ситуаций. Поэтому, и кстати, хочу привести вам маленькую статистику по леопардам. Вот смотрите, танки Леопард, да, в боевое применение 2 войны, где они применялись. Это в Афганистане, там был контингент, в составе контингента, многонационального контингента войск, были страны, у которых на вооружении были леопарды. Во всяком случае, Канада на леопардах воевала в Афганистане, принимала участие. Дания принимала участие, у них их контингент вооруженный леопардами. И да, у них были потери. 6 танков потеряла Дания в ходе участия в афганской войне, 3 танка потеряла Канада. Еще 15 танков из состава канадских войск были повреждены или выведены из строя, но позже были отремонтированы, то есть подлежали восстановлению. Но даже такие потери в сирийской войне были танки Леопард, которые принимали участие. И да, допустим, был такой эпизод, когда в боях за город Аль-Баб было потеряно 10 танков. Вплоть до того, что 2 было захвачено боевиками ИГИЛ, остальные были повреждены или уничтожены. Из состава турецких войск, которые там вели боевые действия. Но вот эти все факты, которые я вам привел, не повлияли на то, что оценка проекта Леопард-2 на сегодняшний день, я вам специально процитирую, как оценивает проект Леопард-2, как танк, как проект. Имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь в мировом рейтинге танков, который стабильно занимает первое место. Машина относится к дорогостоящим, вооружение, в частности боеприпасы от модификации к модификации, стабильно находятся на высоком уровне. Кстати, у танка Леопард есть снаряд с дистанционным подрывом. Это для борьбы с укрытой техникой и пехотой противника. То есть снаряд взрывается над окопами врага. Вот, а не долбит в землю и не наносит ущерба противника. Вот. И в версии А5 и выше имеет возможность работы с искусственным интеллектом. То есть в единой модели по алгоритмам искусственного интеллекта по ведению боя. Вот вам, пожалуйста, оценка. Несмотря на такие потери, которые я вам назвал. Поэтому вряд ли кто-то из производителей боится имиджевых потерь. Война есть война. Всегда на войне могут сбить самолет, какой бы он ни был самый лучший, там, с какими технологиями стелс, подбить танк, какой бы он ни был самый лучший. Все равно все это может иметь место. Но в общем тенденция сохраняется такая, что все-таки Леопард остается одним из лучших танков. Генерал Милли сказал, что успех будет тогда, когда экипаж освоит технику. В смысле, пока экипажи не освоили технику, нет смысла ее посылать в Украину. Плюс нужно обеспечить ремонтную базу, то же самое и по самолетам F-16. Ну, конечно, если у нас нет специалистов, то кто будет воевать? Какой смысл? Танки придут и будут стоять? Но мы учимся, и мы, кстати, учимся давно. Я же приводил вам пример. По леопардам у нас, на Леопард-1 у нас уже есть целая школа подготовки механиков. Потому что установки Гепард, они на базе Леопарда-1. Леопард-1 в плане механиков-водителей не сильно отличается от Леопарда-2. Обучение экипажей, конечно же, оно идет полным ходом. И оно уже идет, давно идет. То же самое по самолетам. Что касается ремонтной базы и сервисной базы, так она есть на непосредственных границах Украины. Она есть в Словакии, она есть в Чехии, она есть в Польше, она есть в Болгарии.
Она есть в странах Балтии. Кстати, вспомните эпопею с Панцергаубица 2000. Куда мы возим их на техническое обслуживание и ремонт? Возили в страны Балтии. Теперь мы возим их в Польшу. И просто не всегда есть возможность разместить ремонтно-техническую базу на территории Украины. Хотя я думаю, что наши части, ремонтно-восстановительные части именно эту базу уже имеют. Имеют запчасти и проводят средний, текущий и мелкий ремонт уже в непосредственной близости от линии фронта и, допустим, в глубине нашей страны на защищенных площадках и в засекреченных местах. Но там то, что требует такого глобального ремонта и обслуживания, да, оно скорее всего связано с переброской этой техники на территорию стран-партнеров, на соседнюю территорию. Но это не проблема на сегодняшний день. Это проблема логистики, но она решаемая. Но вот экипажи, да, для танков мы с вами говорили об этом. Я думаю, что за месяц можно подготовить на минимальном уровне подготовить экипаж. Да, это война, им придется навыки свои совершенствовать уже в бою. Но тем не менее, они будут основные навыки владения этим танком, они будут иметь. По самолетам F-16, мы вели разговор, я напомню, что первое упоминание о том, что наши летчики осваивают F-16 в Соединенных Штатах, появилось в конце весны прошлого года, то есть практически год назад. Даже в начале лета были несколько интервью, взятые у наших летчиков американскими телеканалами, их показали на американском телевидении, где наши летчики рассказывают, что они осваивают западные образцы авиации там, в Соединенных Штатах. Кстати, как раз к марту месяцу это будет практически где-то 11 месяцев, около года, как они там учатся. И уже пошли разговоры. Голландия поднимает вопрос, что они готовы передавать нам F-16. Американцы сразу же говорят, мы не возражаем, давайте передавайте. Наш министр обороны Алексей Резников заявляет о том, что следующий Рамштайн, который состоится в середине февраля, он будет авиационный. Это то, о чем мы говорили с вами, что поднята тема, значит она будет сейчас, поднят вопрос, значит он сейчас будет решаться. Так что да, но без освоения экипажами, без обучения персонала, с технической базой я думаю, что я объяснил, что это не проблема, это проблема логистики. Доставить туда и доставить обратно. А с обучением экипажей, да, не имеет смысла завозить технику. Но это опять же решаемый вопрос. Если здесь не можем организовать, значит что? Надо везти в страны-партнеры и там организовывать. Patriot улетели 100 военных наших на обучение. И они уже учатся, они уже приступили на этой неделе к обучению на системах Patriot. Через месяц мы их ожидаем здесь, в Украине, уже вместе с Патриотами. Кстати, Patriot это признак того, что F-16 могут появиться, западная авиация может появиться в нашем небе вместе с Patriot. Потому что, кстати, F-16 они предназначены в том числе для работы в комплексе с ЗРК Patriot для перехвата воздушных целей. Это два звена одной цепи. Patriot и F-16. Если появился Patriot, значит вполне можно предположить, что вместе с ним или сразу же после него появится F-16. Такая связка существует между этими двумя видами вооружений. Вопрос. Здравствуйте. Я уже задавал подобный и хочу спросить еще. Так как возможно пропустил ответ на него. Мне интересно, по какому условию или принципу детонирует ядерный заряд. И в случае его перехвата в воздухе, что с ним происходит. Проведите, пожалуйста, ликбез. Да, и еще сообщается, что при ядерной атаке нельзя выходить из укрытия в течение 3 дней. А потом, что происходит быстрый полураспад. Одним словом, ликбез нужен по полной. Смотрите, начнем с того, что любой ядерный заряд
представляет собой разделенную пополам, или он состоит из двух элементов. Когда эти элементы соединяются между собой, происходит цепная реакция и возникает критическая масса, которая вызывает выделение такой огромной кинетической энергии. Мы наблюдаем ядерный взрыв. Это в двух словах, без физики, без нюансов и тонкостей, принцип работы любого ядерного заряда. То есть должны две половинки, два полушария должны соединиться в одно целое для того, чтобы произошла цепная реакция между ними. Что происходит, когда... И это все происходит в результате работы специальный механизм приводит это в действие. Если же на траектории сбивается ракета с головной частью, в которой стоит ядерный заряд, то этот механизм разрушается. И воссоединение двух полусфер одного ядра не происходит. Критической цепной реакции не происходит. В этом случае обломки ракеты с радиоактивными элементами, что там будет? Плутоний 238, уран 239, разные могут быть компоненты, на основе которых сделан ядерный заряд, то ядерного взрыва не происходит, цепная реакция не происходит. Просто радиоактивные элементы разбрасываются, их потом ищут с помощью детекторов и, соответственно, проводится рекультивация местности, где они упали. То есть этот грунт снимается до безопасного и вывозится в специальные могильники, где и захоранивается. Период полураспада, да, начинается, снижение радиации начинается сразу после окончания цепной реакции, после производства самого ядерного взрыва. Но разные компоненты имеют разную степень полураспада. Альфа и бета могут распадаться на протяжении нескольких часов, причем снижается уровень их радиации в разы. А вот гамма-излучение, там, извините, период полураспада урана 160 лет. Вот. Так что здесь не происходит. Действительно, в первые часы после, я не знаю, откуда взяли 3 суток, но в первые часы после взрыва, конечно же, из убежищ вылазить нельзя. Почему? Потому что идет опадание радиоактивного пепла и частиц пыли, поднятых взрывом. Вот этот ядерный гриб, это же все пыль и пепел и дым. Так вот, часть из этого ядерного гриба опадает назад на землю в виде пыли и пепла, а остальная часть уносится розой ветров, ветер подхватывает эту часть ядерного гриба, и оно превращается во что? Правильно, в радиоактивное облако. И это облако потихонечку начинает дрейфовать по ветру, туда, куда его гонит ветер. Напомню Чернобыль. Где Чернобыль, где Голландия. Облако состояло из 2 частей, первичного и вторичного. Первичное облако ушло в Голландию, и на утро в Голландии пошел радиоактивный дождь. О чем голландцы узнали случайно, придя на работу на атомную станцию. Рабочие при входе на станцию, там люди проходят через специальную рамку, которая меряет уровень радиации. И они сразу зафонили, сразу зазвонил звоночек, датчик сработал. При том, что они шли на работу, они выходили. Вот. Так Европа узнала, что в Советском Союзе произошла авария, связанная с радиоактивными веществами. Второе облако, маленькое, вторичное, ушло, это уже испарение после взрыва, как правило, оно формируется, оно ушло в Беларусь. И там, говорят, где-то прошли, опять же, там трудно говорить, что Советский Союз, это же была территория Советского Союза, все это секретилось. Вот. Поэтому, да, первые несколько часов, пока не опадет пыль, не осядет пыль и не опадет пепел. Почему? Потому что эта пыль, она радиоактивная. Пепел этот радиоактивный, при попадании на одежду и на кожу вы получаете дозу облучения на технику, на дома. Почему? Дезактивация начинается с чего? С омывания. Все смывает специальными дезактивирующими растворами. Для чего? Для того, чтобы смыть вот эти радионуклиды, которые находятся на
поверхности предметов, техники и людей. Человек тоже проходит через душ специальный, его там моют, и потом он заходит в помещение, где снимает защитный комплект, и потом только выходит через специальную камеру, заходит в помещение, где уже фильтрованный воздух от радиоактивных частиц. Вот. Ну а техника, как показал, кстати, опыт Чернобыля сломал очень многие шаблоны. Всегда считалось, что можно проводить дезактивацию техники и все будет хорошо. А в Чернобыле выяснилось, что металл имеет очень хорошее свойство накапливать радиоактивность в себе, в своей структуре. И ее уже оттуда ничем не смоешь. Поэтому всю технику, которая работала в Чернобыльской зоне, хоронили в могильниках. Ну, правда, говорят, они сейчас пустые. Где эта техника, трудно сказать. Скорее всего, переплавленная где-то гуляет по миру в виде других изделий металлопроката или чего-то другого. Вот. Так что вот такой вот краткий ликбез по поводу ядерного взрыва. Питання. Розкажіть, будь ласка, чи воювали десь танки «Леопард»? Бо складається враження, що вони можуть бути недостатньо ефективні в реальних бойових діях. Тому що Німеччина досить наполегливо не хоче їх передавати. Хоча всій Європі их продала. Ну так, да, я вот отмотайте на один вопрос назад, я там все это рассказал. И 3 войны, где они принимали участие. Европа, вот может быть, Германия сама еще ни разу не воевала на «Леопардах». Я не нашел боевых примеров, чтобы Германия, чтобы Бундесвер в составе какого-то контингента повоевал, реально в бою был на «Леопардах». Но зато другие страны, Канада, Дания, Турция, активно участвовали и в том числе несли потери. Ну, в общем, все равно, простите, но в общем все равно немцы остались довольны, и эти страны, их военные остались довольны применением «Леопардов». Вот. И «Леопард», даже при том, что были потери, «Леопард» сохранил пальму первенства в мировом рейтинге танкостроения. Скажите, пожалуйста, какая ситуация с корейскими танками? Реально ли их получить или это только разговоры? Пока что это только разговоры. Насколько я понимаю, ну давайте поясним, что Соединенные Штаты Америки начали переговорный процесс с Южной Кореей по факту передачи нам танков, корейских танков К-2. Кстати, Польша купила, я так понимаю, одну из самых последних модификаций этого танка. Вот. Он, кстати, есть в десятке, в мировой десятке по рейтингу танков. Вот. Я так понимаю, у Польши нервы немножко не выдержали, потому что Америка затягивала, кстати, для Польши по контракту Америка затягивала передачу Абрамсов. И только когда поляки приняли жесткое решение купить К-2 у Южной Кореи, сразу же пришел пароход с Абрамсами из Соединенных Штатов, и Польша начала принимать в том числе и американские танки. Поэтому вполне возможно, что Соединенные Штаты продолжают переговорный процесс. Скажу так, дыма без огня не бывает. И я не удивлюсь, что через месяц, допустим, появится информация, или на следующем Рамштайне появится информация, что у нас на поле боя могут появиться танки фирмы Mitsubishi. Ой, извините, не Mitsubishi, это я перепутал с японским, тип 99. Нет, южнокорейские танки К-2. Вот. Так что все может быть. На пока вот, вопрос поднят, и информации дальнейшей о нем нету. Скажите что-то по поводу таких мыслей. Первое. Якобы понаводили всяких санкций, которые не разрешают продавать в Российскую Федерацию товары, в которых, как я понимаю, могут быть извлечены разные чипы. Почему же не могут повлиять на Китай с Алиэкспрессом? На Али все, что угодно с чипами продается и свободно везется, и сейчас к ним туда. Наблюдаю постоянно их свежие отзывы на всякие товары.
Как-то это неправильно. Может, запрет на Алиэкспресс нужно наложить, чтобы не могли к ним слать. Дело в том, что вы и по санкциям немножко неправильно высказались. Дело в том, что, допустим, бытовая техника, которая имеет микрочипы, которые могут быть использованы в военной промышленности, даже не относится к товарам двойного назначения. Понимаете, потому что Запад рассуждает, как бы, исходя из логических, рассуждает логически в том плане, что если это стиральная машинка, то сделать из нее ракету невозможно. В России же наоборот, они видят в стиральной машинке микрочип, а не стиральную машинку. Поэтому они ее разбирают, вынимают плата, выколупывают, образно, это утрированно, конечно же, говорю, выколупывают оттуда микрочип и везут его на завод и вставляют в мозги ракеты, в электронные мозги ракеты. И таким образом производят ракету. Поэтому даже европейские страны, которые продают в Российскую Федерацию сегодня товары, которые не попали в санкционный список. Товары, допустим, первой необходимости. Может быть, там какие-то электрочайники программируемые могли попасть в товары первой необходимости, потому что это приготовление еды, микроволновые печи, приготовление еды. Это товары могут быть отнесены к категории первой необходимости. Что касается Китая, то тут вообще вопрос совсем другой, в другом надо спектре рассматривать. Китай сегодня настолько настолько весомая страна в мире, что я вам скажу, что Китай поддержал только часть санкций, в основном финансовых, против Российской Федерации. Почему? Потому что Китай в этом был заинтересован. Для того, чтобы защитить свою финансовую систему, потому что Путин очень сильно хотел уговаривал Китай сделать юань золотым и сделать юань основной валютой азиатского континента за счет объединения с Российской Федерацией. Но в этом случае не рубль золотой становился, а юань, обеспеченный золотом, становился бы основной валютой. И Россия хотела это поддержать. Китай от этого в последний момент отказался, сделка не состоялась. И я так понимаю, что Китай хочет защитить свой юань как внутреннюю валюту для того, чтобы извне не могли влиять на состояние финансовой системы Китая. Вот. Поэтому Китай поддержал какую-то часть санкций против России, но в основном финансовую. Да, Китай не поставляет Российской Федерации оружие. И то открыто не поставляет. Мы не знаем с вами. Вот. Так что Китай это особенная страна, у которой есть своя политика, на которую пока что не может повлиять даже Соединенные Штаты. Я уже не говорю там о каких-то других странах. Плюс вы же не забывайте, что у Китая с Россией есть не одна, там, по-моему, даже больше 1000 километров границы. Казахстан самая длинная, 7000 километров границы с Россией. И у Китая там пару тысяч километров с Россией границы. И Китай может и через эту границу вести все, что угодно. Мы даже с вами не узнаем об этом. Поэтому тут, к сожалению, этот вопрос так решить практически невозможно. Вот. Мы надеемся только на переговорный процесс, на достижение каких-то договоренностей между США и Китаем в плане того, чтобы Китай не вмешивался, хотя бы соблюдал нейтралитет в плане хода войны между Украиной и Россией. Единственное, что положительное и вселяет оптимизм, это то, что Китаю эта война, которую затеял Путин, Китаю поперек горла. Она мешает Китаю и продвигаться на европейский рынок. Она мешает Китаю проводить свою экономическую политику. Она мешает Китаю проводить свою внешнюю политику даже в отношении того же Тайваня. И Китай настаивает на том, чтобы во всяком случае по официальным и неофициальным источникам информации в отношениях между Китаем и Россией там стоит жесткое условие со стороны Китая как можно быстрее закончить войну. Китай не вдается в подробности, на каких условиях там, какие компромиссы и так далее. Нет, Китай просто ставит
жесткое условие, война должна быть закончена как можно скорее. А применение оружия массового поражения, в том числе и ядерного, вообще не может быть даже речи. Такова позиция Китая. Как Россия достигнет этого, Китаю абсолютно все равно. Капитулирует или нас заставит капитулировать, Китаю абсолютно все равно. Вот так вот, такую позицию, такое поведение мы наблюдаем за Китаем. Ну и еще один вопрос сегодняшнего дня. Прежде чем мы перейдем к третьей части нашего видео, это следующий. Все знают про эти разведывательные самолеты А-50, которые летают в Беларуси и пытаются срисовать наше ПВО. И теперь мы уже несколько раз видели информацию, что натовский аналог тоже летает и наблюдает. Вопрос, почему бы нам не передали бы хотя бы один такой? И во время ракетной атаки запускать его, возможно, он бы оказал дополнительную информационную поддержку нашим силам ПВО. Умеет ли он считывать баллистику, момент запуска, сопровождения, направления? Спасибо за ответ. Зачем? Зачем передавать? Дело в том, что этот самолет во-первых, опять мы упираемся в обслуживание, ремонт и обучение персонала. Это раз, дополнительная проблема. Затраты на его содержание и эксплуатацию ложатся тоже на нас. Это вторая проблема. Ну и третья, такой большой самолет в нашем небе становится довольно уязвимой целью для российской авиации и российских ракетных войск или систем ПВО. Поэтому это третья проблема. И для того, чтобы не усугублять, мы прекрасно, да, он именно этим и занимается, вот то, что вы написали. Он срисовывает места пусков баллистических ракет, он видит это все. Он срисовывает места пусков крылатых ракет, он срисовывает районы пусков воздушных ракет и морских ракет в акватории Черного моря и в небе Российской Федерации, над акваторией Каспийского моря. И прекрасно нам передает всю эту разведывательную информацию. У нас, я напомню, у нас есть договор о расширенном партнерстве с НАТО, и там один из первых пунктов в этом договоре написано, что обмен разведывательной информацией. Поэтому мы это все получаем, и да, он нам помогает. Так что пусть работают профессионалы, не за наш счет, это помощь нам, но мы получаем всю необходимую разведывательную информацию. Поэтому вопрос его передачи для нас не принципиален на сегодняшний день. Ну что ж, на этом, как я и говорил, мы вторую часть закончим. И у нас с вами остается третья часть, это пожелания и приветствия, которые вы прислали, комментарии, которые вы прислали к предыдущему видео. Итак, первым таким приветствием сегодняшнего дня будет следующее. Молодцы украинцы, Франция восхищается вами. В Белгороде и других местах они будут создавать иллюзию осадного положения, вводить комендантский час и такое прочее, подражая украинским городам, потому что так выражается концепция симметричности в информационном поле. И потому что это должно способствовать, по их мнению, лояльности и отчужденности среди гражданского населения. Раз у нас везде мешки с песком, значит мы воюем. Значит надо вставать на защиту Родины. А Daily Best это скандальная тряпочка, без всякой легитимности, постоянно публикующая всякий бред. И вообще не факт, что Кремль не имеет доступа к их повестке. Так что, как вы всегда напоминаете, продолжаем верить в вооруженные силы Украины. Перемога за нами. Спасибо. Привет из Сан-Франциско. Слава Украине. Ну, вот такой вот комментарий. Это комментарий на сообщение о том, что в Белгороде начали город переводить на осадное положение. Стали закладывать все мешками с песком, витрины, окна и так далее. Укрепляться, строить блокпосты и так далее.
Мы с вами вместе, соболезнуем вам и молимся за вашу победу. Держитесь, скоро победа ваша придет. В Израиле американские запасы, которые были у нас, передают в Украину. Надеюсь, что Европа и Америка поняла, что Украина должна вернуть Крым и поставить все вооружения, чтобы Украина победила. Слава Украине, слава героям. Следующее. Казахи с вами, дорогие украинцы. Скорейшей вам победы. Слава Украине. Дипломатия дипломатией, но не могу сдержаться, не сказать, как позорно ведет себя Шольц. Кстати, новый министр обороны Германии очень дружен с Герхардом Шрёдером. Странненько. Ну, посмотрим, но пока, да, мы знаем, что Герхард Шрёдер пророссийский политик, и что он получил точнее входит в совет директоров Газпрома. Ну, посмотрим, пока что политическая позиция, официально заявленная нового министра обороны Германии, это передача нам вооружений, в том числе и танков «Леопард». Кстати, именно он сейчас занимается вопросами отбора вот этих 19 машин, которые должны быть переданы Украине, я так понимаю, в первой партии или в ближайшее время. Добрый вечер из Болгарии. Спасибо вам. Верим в победу Украины над злом. Хотя здесь путинские шпионы работают. Все нормальные люди вас поддерживают. Что божественная сила будет с вами. Ну что ж, вот такие вот приветствия, пожелания и комментарии прозвучали в сегодняшнем видео. На этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели это, уделили время и посмотрели это видео до этого момента. Как всегда, кто еще не подписан, я приглашаю подписаться. Поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам канала и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей поддержке и помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами все вместе продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Україні!